Всем привет, это ICO Talk, меня зовут Елена, и сегодня мой собеседник Андрей Цымбалюк, идеолог и разработчик проекта Trashation. Андрей, добрый день, спасибо, что вы сегодня с нами. Добрый день, Елена. Ну что же, для начала расскажите, пожалуйста, несколько слов о проекте, в чем его основная суть, цель и какую основную проблему он решает. Хорошо. Главная цель и задача — это тотальная переработка мусора с последующим использованием продуктов переработки во вторичном процессе производства. Мы как основали нашу компанию и, соответственно, проект? Мы собрали отзывы действующих бизнесменов на территории России, в Европе, в Индии. И на основе каких-то отзывов, различных советов, анализа проблем, с которыми столкнулись эти бизнесмены, уже сделали такую бизнес-модель, чтобы либо эти проблемы были решены, либо с ними уже не столкнуться на этапе разработки, либо уже, соответственно, когда пойдет производство. Потому что довольно сложный этап разработки, потому что, как объяснить? Даже в той же России сейчас мусор в основном складируется. И в многих странах мира данная технология используется. То есть создаются некие условия, и мусор складируется. И вот именно этот переход безболезненный к переработке и утилизации, который будет экологически чистый, бывает очень болезненным. Поэтому мы сделали все так, чтобы сгладить все углы, и не было революционного подхода, а именно все плавно и эффективно. Здорово. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, как это будет происходить. То есть будет построен завод, я так понимаю, да, на территории России. Вот расскажите, пожалуйста, когда, где он будет построен? Как это будет? Хорошо. Одной из проблем бизнесменов, которые столкнулись, начали заниматься переработкой, это недостаток объемов переработки. То есть отходов не хватает для переработки, вот простым языком. И мы решаем эту проблему так. На первом этапе мы создаем сеть с предприятиями промышленными, либо ритейл, там, торговые центры, рынки. И уже мы договорились, чтобы они нам поставляли картон, бумагу, пластик, стекло. Мы на их территории устанавливаем баки, они все там как бы в течение недели складируют, мы приезжаем, забираем. И впоследствии И все, что мы собрали, мы отвозим уже на действующие заводы по переработке, либо на пункты приема вторсырья. Соответственно, получаем доход с продажи всего этого дела, и таким образом нарабатываем объемы для работы завода. И таким образом решаем проблему недостатка рабочих объемов для завода. Завод планируем строить уже в следующем году. Если вот здесь сейчас мы запускаем работу этой сети по сбору и, соответственно, логистике до действующих предприятий по переработке. То есть вот такая система. Сам завод будет располагаться либо на территории Московской области, либо дальше от Москвы, потому что есть такая практика в России, чем завод дальше от Москвы, тем проще всего в бюрократическом плане. Ага, да, как интересно. А с точки зрения экологической безопасности, такой завод, он, в общем, безопасен, да, насколько я понимаю? Сейчас расскажу. Есть 3 основных вида утилизации отходов. Первый, который действует в большинстве стран, это складирование. Каким образом это происходит? То есть подготавливается участок, его стараются со всех сторон как-то забетонировать, либо какой-то специальной пленкой проложить дно для последующего складирования мусора. Либо просто на голую землю выбрасывают мусор различного уровня опасности. То есть это считается самым дешевым способом и самым доступным, но и в то же время наименее экологичным. Потому что, естественно, в процессе такого складирования получается, что мусору выделяется свалочный газ и прочие химические выделения, которые впоследствии попадают в почту, в водоемы и губят природу.
окружающий этот мусорный полигон. Это вот первый вариант, как можно утилизировать мусор. Второй – это мусоросжигание. То есть есть огромные печи, в которые сжигается мусор 4 и 3 класса опасности. Все, что 1 и 3 класс опасности, это там радиоактивные и прочие, которые требуют специальной обработки. А вот все бытовой и прочий мусор, его можно сжигать. Но минусом этого способа является то, что необходимо своевременно менять фильтры воздухозаборные. К тому же частенько пренебрегают правилами технологических процессов и что-то там экономят, где-то там утечки происходят, возможно, завод как-то расположен не в той местности, в которой следует, и все равно территория загрязняется. Например, на территории Московской области есть 4 таких завода, построенных еще бывшим мэром Москвы Лужковым. И вот сейчас многие жители, это их головная боль, эти заводы, потому что на 30 километров и более распространяется запах и, соответственно, вредные выбросы. В том же Волоколамске территория с мусорными полигонами, где травятся жители. И мы это наблюдаем, да. Вот. Это вот из теории к практике. Так. И вот плюс именно этого метода, что можно по аналогии с теплоэлектростанциями, когда мусор сжигаешь, тепло отводить и производить электроэнергию. Главное здесь это сделать в закрытом типе, то есть чтобы ни тепло никуда не выходило, ни отходы этого сжигания тоже никуда не выходили с территории завода, а именно все, чтобы шло в дело. Есть такой проект у нас, мы тоже разрабатывали его, но отошли от него. Там тоже у нас безотходное производство, но инвестиции совершенно другие, и неизвестно, будет ли интерес к такому заводу, потому что специфика немного другая. Слишком дорого, да? Да, но зато окупаемость и доходы во много раз выше, и к тому же, когда можно, например, мусор сжигаем, мы уничтожаем мусор, с этого производим электроэнергию, и что можно переработать, мы перерабатываем. К тому же из золы мы можем производить шлакоблоки для внутренней облицовки домов, точнее, внешней. Нет, внутренней, все правильно, да. Вот, то есть, когда вот в квартирах там дома строят и используют шлакоблоки в строительстве, то есть такие кирпичики, если знакомы. Вот, то есть можно вот так вот делать. И третий вариант переработки, точнее утилизации, это переработка отходов. И это самый экологичный способ утилизации. Минусами является сортировка отходов, потому что если органика попадает в ту же бумагу, то от бумаги мало чего остается для последующей переработки. И бумага довольно-таки такой продукт, который тяжело перерабатывать, и нужно соблюдать какие-то этапы сортировки, чтобы бумага дошла до завода переработки в таком виде, чтобы влажность там была, по-моему, не больше 30% от общего количества. То есть вот головная боль вот всех заводов по переработке – это первичная сортировка. Но здесь мы эту проблему как решаем? Это селективный сбор мусора самими жителями, либо вот организациями. То есть изначально мусор в каждый бак отдельно все собирают, и отдельно это все доставляется на завод. И то есть сортировать уже ничего не нужно, только минимальных объемов. То есть там мы рассчитывали, то, что 10% от, там, если пластик придет там тонну, то где-то там 10% от этой тонны, возможно, придется пересортировать, там ошиблись, еще что-то смешалось. Понятно. Вот. То есть проблему сортировки мы решили. И, соответственно, переработка, нельзя все переработать. То есть это еще один минус. Где-то 80-90% вот такие показатели есть по миру, то, что доходит от общего числа твердых бытовых отходов пригодны к переработке. Понятно.
И, собственно говоря, вот часть, которая остается, мы ее сжигаем, но сжигаем не как вот я объяснял в прошлом методе, а с помощью каталитического крекинга. И мы, когда сжигаем, мы получаем не электроэнергию, а дизельное топливо, которое впоследствии тоже можно продавать, либо использовать для нашего производства. И таким образом у нас производство будет само себя обеспечивать этим топливом и электроэнергией. То есть вот я старался в примерах рассказать про методы и где мы здесь, во всей этой цепочке. Здорово, здорово. Скажите, аналоги есть в России? Только на бумаге, и довольно тяжело, говорю, и этот переход от мусоросжигания к переработке, потому что никто не хочет заморачиваться, это для всех тяжело, и для чиновников, и для бизнесменов, и поэтому мы вот новаторы такой идеи. Касательно эффективности, мы запрашивали консалтинговые услуги, как это сказать, в Московском энергетическом институте. То есть там они проводили целое исследование, то есть какие-то советы дали, мы там что-то подкорректировали. И, в принципе, они довольны технической составляющей проекта, и полностью оно удовлетворяет требованиям надзорных органов и так далее. То есть был еще эксперт по экологическому контролю, у него тоже не возникло никаких вопросов, его, в принципе, все устроило. А экологическое сообщество нас поддерживает, кроме Greenpeace, потому что Greenpeace... не знаю, не пошли на контакт с нами, запросили сумму денег за продвижение, поэтому вот как-то так в России Greenpeace работает. Даже такой, так? Да, некий симулятор экологической деятельности. Эко-конгресс такой у нас есть организация. Вот, в принципе, мы плотно сотрудничаем с организаторами, помогаем каким-то еще проектам. То есть недавно вот в моем городе проходила акция по раздельному сбору мусора. То есть мы тоже помогли волонтерами и сами как бы поприсутствовали, и людям рассказали, объяснили, куда дальше это все пойдет. И вот таким образом тоже сотрудничаем с другими экологическими организациями. Здорово, ясно. А в мире все-таки аналоги вот... В мире? Аналоги переработки только есть. И есть аналог каталитического крекинга, по-моему, в Германии. Я вот точно не смогу сказать название вот этих предприятий. Я впоследствии могу вам выслать всю информацию. Я знаю то, что в Германии есть... такая установка. Мы, собственно, смотрели все экономические выкладки их и как это предприятие работает. И, собственно, связывались с владельцем и самим предприятием. Он нам как раз-таки посоветовал. То есть эту технологию вот с каталитическим крекингом уже привозили в Россию, и она просто не прижилась. Не прижилась она потому, что... Требует соблюдения, наверное, там. Да, Нет, то есть это, в принципе, все прошло, и всех удовлетворяет. Вопрос в том, что в России есть более крупные бизнесмены, которые контролируют мусорные полигоны, и это большие деньги. Чуть-чуть про технологию расскажите просто вот... Да. Про технологию конкретно чего? Переработки или не вот этого каталитического... Да, вот каталитического... Крекинга, да. Ну, там ничего сложного, то есть можно просто забить в любом поисковике, там все видео объяснится. Но я вот объясняю простым языком. Есть некий резервуар, то есть бак какой-то. Туда органика, какие-то там бумага, прочее, что нельзя переработать, складируется. Это добавляются некие катализаторы для процесса, и то есть это все горит, там варится, и на выходе имеем дизельное топливо. То есть это очень грубое такое объяснение, но смысл такой. На входе имеем это, на выходе вот это. Все понятно. Скажите, Андрей, про команду вот вашу расскажите, пожалуйста, и немножко об истории проекта. Да, в общем, когда идея пришла, когда вы все это начали делать, и, в общем, про людей, с кем вы сейчас работаете. В команде у нас как бы все студенты, либо бизнесмены какие-то, то есть у них какие-то мелкие предприятия. То есть люди, у которых много времени, и они энтузиасты. То есть они поверили в идею и занимаются ей.
Также у нас есть наставники и бизнес-наставники, и наставники среди чиновников, которые поддерживают нас, какую-то инсайдерскую информацию всячески там дают, то есть вот о вашем проекте говорят там-то заинтересованы, то есть можете попробовать себя здесь, там. Также есть говорил когда про консалтинговые услуги в университетах, в том же Московском энергетическом, то есть кафедра нас поддерживает и, в принципе, дают нам какие-то советы постоянно, какие-то новейшие разработки нам передают, и мы как-то пытаемся их внедрить в проект, чтобы он отвечал передовым технологическим требованиям мировым. Здорово. В команде у нас 4 редактора, 1 человек в маркетинговом отделе, 2 человека в пресс-службе, которые занимаются освещением всей деятельности проекта. Ну, собственно говоря, я как идеолог и руководитель всего этого действия, потому что как-то делегирую работу и, собственно говоря, все вместе в одной команде работаем. Как идея пришла, мы увидели головную боль еще в том году, когда в России был 2017 год, год экологии. Но за весь год в России только закрыли мусорные полигоны, и мусор просто начали свозить на другие полигоны. И начали строить мусоросжигательные заводы. Мы поняли, что это не выход, не уход от мусорной проблемы, это, наоборот, загонит страну и весь мир такой подход к еще большим экологическим проблемам. Поэтому просто подумали, как эту проблему решить. Появилась некая идея, и уже, собственно, тогда начали анализировать рынок, общаться с людьми, как раз-таки вот с бизнесменами, которые работают в переработке, работали, учитывали все ошибки, весь их опыт, и постарались все это изложить в том, что мы имеем на данный момент. Ага. А скажите, почему давайте к ICO перейдем, да, плавно. Да. А почему решили именно ICO провести? Пробовали какие-то другими способами привлечь деньги? Получалось ли? Ну и, собственно, да, вот почему ICO. ICO. Мы как считаем, что это очень удобная форма для инвестора, чтобы вложить деньги и их забрать. Я сейчас расскажу, как мы планируем возвращать деньги нашим инвесторам. Как я говорил про дизельное топливо и бесплатную энергию и прочее. Но это когда-то там, в перспективе. То есть вот если говорить про перспективу и вернемся к нашему времени, то есть от конца к нашему времени. Вот так вот я пытаюсь сейчас рассказать. То есть когда у нас будут уже установки для каталитического крекинга и будем производить дизельное топливо, то, в принципе, это дизельное топливо. Я говорю, дизельное топливо, оно немного там с другой структуры, и оно пойдет на работу генераторов для производства электроэнергии. То есть вот так вот. Собственно говоря, когда есть бесплатная, грубо говоря, электроэнергия, можно с помощью этой электроэнергии заниматься майнингом, как вы понимаете. И таким образом можно выкупать наши токены с биржи, тем самым и сжигать их впоследствии, либо рефинансировать на другие социальные проекты. То есть вот таким образом поступить. И таким образом планируем возвращать нашим инвесторам их инвестиции путем выкупа наших собственных токенов. На первоначальном этапе работа со всеми предприятиями и маленькими компаниями, рынками и прочее обстоит так. То есть они приобретают токены на бирже DEX. Это уже сейчас доступно на платформе Waves. Заходят, приобретают и с нами, грубо говоря, расплачиваются. Также люди, которые у себя дома, вот у нас есть пункты сбора вторсырья в проекте. Люди приносят туда, например, килограмм там пластика, и мы их вознаграждаем нашими токенами. Вот так вот. Понятно. Ну, да. Токен внедрен в экономику, и то есть люди им пользуются. И, собственно говоря, для инвесторов это самое главное, чтобы не было такого, что есть проект и есть ICO. Нет, у нас все вместе. То есть токен у нас используется, и, собственно говоря, для этого ICO и продумывалось. Окей, да. А софткап и хардкап какой у вас? Софткап у нас
$2 миллиона долларов, и hard cap $90 миллионов долларов. $90 миллионов. Да. Ну, такая очень солидная цифра, да, если сравнивать с другими. Я могу объяснить. У нас soft cap, это как бы, если мы даже не набираем soft cap, у нас есть сценарии, как продолжить работу. То есть, грубо говоря, там, чтобы начать создавать сеть для сбора отходов, как я вначале говорил, то, что мы берем у компании, и вот. То есть там суммы совершенно небольшие нужны, грубо говоря, около $1 миллиона на всю разрешительную документацию, на оформление, на какие-то договоренности, на то, чтобы взять машину в лизинг и прочее. И то есть уже будем работать. А soft cap — это именно сумма на строительство перерабатывающей линии для пластика. То есть если мы сами хотим что-то перерабатывать и получать уже какой-то продукт переработки, то вот эта сумма soft cap. А hard cap — это сумма уже... На завод? На комплекс. И каталитический крекинг, и все линии по переработке. То есть вот таким образом. Понятно. А вот на этапе пресейл же есть у вас, да? На этапе пресейл удалось каких-то, вот, может быть, крупных инвесторов? Как бы они заинтересовались, поступили предложения, мы, в принципе, готовы были обсуждать, но и они пока вот в раздумьях. То есть они еще... Обсуждаются пока, Обсуждаются, да. Понятно. Еще обсуждаем вопрос финансирования всей этой истории за счет бюджетных средств. И тоже есть интерес, и любой политик, который возьмет это руководство, то он может неплохо заработать политических очков, но и, собственно говоря, помочь своей стране и тоже заработать денег на этом, потому что это повышение по службе и прочее. Понятно. Ну, поподробнее чуть-чуть про дорожную карту расскажите, пожалуйста, все-таки этапы, какие будут основные, следующие после окончания ICO? Ну, вот у нас первый этап, как я и говорил, это про вывоз отходов раздельно из предприятий и каких-то коммерческих компаний. Это когда конкретно? Это вот уже сейчас, когда у нас не будет сумма $1 миллион. Дальше? У нас все готово. Второй этап — это подключение уже управляющих компаний, ТСЖ, то есть сбор отходов среди жителей и... Ну, то есть уже это системно, чтобы работало. То есть мы не только работаем с магазинами и маленькими предприятиями, а уже с территории какого-то района и городов уже вывозим отходы, которые селективно собраны. То есть мы вот на первых 2 этапах нарабатываем объемы. А третий этап — это у нас как раз soft cap, и именно это уже будет открытая линия по переработке. Понятно. Четвертый этап — это hard cap, и как раз-таки на 4-м этапе будет реализована система с майнингом и вот всем прочим, то, что я рассказывал, с каталитическим крекингом и с разными линиями по переработке. 5-й этап — это уже работа с аналогичным проектом в других странах и также финансирование каких-то других экологических и, ну, то есть вот всех таких предприятий. Не то, что быстро, а тут главное это делать все эффективно и динамично. То есть у нас нет, например, в команде такого понятия, как дедлайн. То есть когда меня спрашивают, когда это должно быть готово, я говорю вчера, потому что делать надо здесь все и сейчас. И стараемся учитывать все ошибки, и чтобы их не допустить. Понятно. Ну вот про токены вы подробно уже рассказали, в общем, да, как они будут применяться. А как будет распределение происходить? Сколько будет продано, сколько команде остается? Команде остается 30% от общего числа, 70% остается в открытой продаже, и впоследствии будет выкупаться, сжигаться, либо рефинансироваться. Это мы вопрос еще до конца не продумали, потому что это 4-й этап, и это мы сейчас делаем. То есть вот эти вопросы какие-то, детали продумаем сейчас.
И то есть 70% мы частями будем выкладывать на биржу и планируем таким образом поступить. Если, например, какой-то инвестор у нас закупил токены, грубо говоря, там миллиард токенов, либо миллион, то мы свои токены не будем выкладывать. Пусть его токены торгуются на бирже. Если токены на бирже есть, мы свои не выкладываем. Если токенов на бирже нет, мы выкладываем. Вот все, что то 70% есть, мы также будем стараться различные манипуляции по технологии дамп и памп контролировать, чтобы не происходило такого. То есть сами выкупать токены, либо, наоборот, дополнять их на биржу, чтобы спекулянты не могли обрушить нашу экономику. Понятно. На кого вы в основном рассчитываете, по географии инвестиций? Все-таки на российского инвестора, да, в первую очередь? Тут, смотрите, такая ситуация. Некоторые инвесторы, которые имеют производство чего-либо в странах СНГ, либо в Европе, они заинтересованы в конечном продукте переработки. Поэтому им тоже интересны такие предприятия на территории Российской Федерации, что впоследствии они получали продукт именно переработки. И вот поэтому у нас порядка 4 человек, с которыми сейчас идет обсуждение, и они, в принципе, заинтересованы. То есть это вот такой класс инвесторов, у которых есть свои предприятия, и они заинтересованы в нашем предприятии. Есть другой класс инвесторов, это, обычный человек, который заинтересован в проекте, и он хочет помочь, и понимает, что вот его деньги пойдут на развитие всей компании, и впоследствии эти деньги вернутся к нему. Понятно. По географии, скорее всего, да, русскоязычные, русскоговорящие люди, потому что я тяжело представляю, как в какой-нибудь Оклахоме местный фермер узнает о нашем проекте и решит инвестировать там $100, чтобы где-то в России что-то произошло. Вот я объяснил, то есть вот каким-то таким образом мы это себе видим. Если найдется человек, который сможет меня в этом разубедить, то будем работать и с англоязычной публикой. Все понятно. Ну что ж, Андрей, давайте попробуем как-то резюмировать, да, задам вам наш обычный вопрос, который мы в конце всем задаем. Почему мне стоит инвестировать в Trashation? Если кратко, чтобы помочь экологии. Второй вариант, чтобы заработать. Ну что, коротко и ясно. Спасибо большое, Андрей, что были сегодня с нами. Спасибо за это. Спасибо вам. Ну что ж, я напоминаю, что сегодня мой собеседник был Андрей Цымбалюк, идеолог и разработчик проекта Trashation, а это был ICO Talk. Подписывайтесь на наш канал и смотрите больше интересных интервью.